Всех приветствую! На канале Автосфера мы запускаем серию видеороликов о ремонте и восстановлении пластика. В этих видео мы подробно вам покажем и расскажем, как мы восстанавливаем пластик при помощи полимера, как подготавливаем пластик к сварке, как завариваем трещины, как изготавливаем недостающие элементы, их вариваем, а также как изготавливаем уши и кронштейны креплений, тоже их вариваем. В этом видео мы будем восстанавливать передний щиток от мотоцикла Honda Goldwing, изготовленный из пластика ABS. Поврежден он достаточно сильно. А самое неприятное в этом всем, что разбиты вот эти вот круглые внутренние площадки, через которые щиток болтами крепится к мотоциклу. Какие-то мелкие кусочки сохранились, но остальные нам придется изготавливать и варивать. Приступаем к работе. Сейчас мы совмещаем пластик и предварительно пропаиваем паяльником трещину. Это делается для того, чтобы обозначить канавку для фрезы, которая будет проходить точно по центру скола. Ну и также придать правильную геометрию фрагменту. Паяльник мы используем только для того, чтобы временно зафиксировать трещину и обозначить канавку для фрезы. При дальнейшей сварке полимером пока зачищать ничего не нужно. То же самое мы делаем с обратной стороны, чтобы зафиксировать фрагмент. Пережженный паяльником пластик мы берем фрезой перед сваркой полимером. Деталь закреплена. Фрезой мы выбираем расплавленный паяльником пластик и обозначаем канавку для сварки полимером. Теперь можно приступить к сварке. Убираем с прутка слой окисла, чтобы пластик был чистый. И подрезаем кончик для более легкого плавления в начале работы. Отсекаем пламя и приступаем к сварке. Разогреваем кончик прутка. Подносим его к детали и равномерно прогреваем детали пруток. Заполняем канавку полимером. АБС пластик хорошо варится, поэтому с ним не возникает никаких проблем. Проплавляем примерно на половину толщины пластика. Узкое сопло горелки позволяет эффективно залазить в любые труднодоступные места, прогревая там пластик. После того, как шов проварен по лицевой стороне, он уже уверенно держит форму.
Теперь фрезой зачищаем шов изнутри. Также теперь провариваем шов изнутри. Одновременно прогреваем и пруток, и пластик, который будем варить. И еще раз проходим полоской, чтобы потом восстановить отверстие. Таким образом мы наращиваем массу пластика, из которого фрезой выпилим то, что нам надо. Вот такой результат у нас получился. Теперь нужно будет немножко поработать с фрезой, убрать лишний пластик и поставить замки на концах шва, чтобы впоследствии трещина не могла образоваться с кромки. Теперь по краям шва на кромках поставим замки. При помощи фрезы мы убираем лишний пластик. Также зачищаем пластик с внутренней стороны. Мы полностью восстановили недостающий фрагмент и с двух сторон обработали фрезой. Преимущество сварки полимером заключается в том, что впоследствии не образуется никаких просадок, в отличие от сварки сеткой, паяльником либо какими-то другими способами. Так как пластики однородные, в данном случае это АБС, шпаклевание практически не требуется, так как основной пластик не был поврежден вдоль зоны сварки. Таким образом можно восстанавливать недостающие фрагменты. Вот выколот кусочек отверстия. Поставлены два замка, для того чтобы с кромки ничего не шло. Пластик достаточно прочный, его можно гнуть. Вот вы видите, ухо надежно приварено. Принцип сварки полимером заключается в следующем. При правильно выполненном шве пластика вот мы имеем пластик, трещина. Первоначально паяльником назначаем канавки с двух сторон и фиксируем одновременно пластик. После этого фрезой мы выбираем пережженный паяльником пластик с лицевой стороны и ввариваем сюда пруток полимерный. Затем выбираем фрезой с другой стороны канавку по трещине, запаянной паяльником обозначенной. Выбираем расплавленный пластик
паяльником и закладываем второй полимер с обратной стороны. При правильном выполнении шва у нас вот здесь должен произойти замок. Два полимера спаиваются между собой и происходит очень прочное соединение. Вот еще одна трещина. И аналогичным способом при помощи паяльника мы ее обозначаем, тем самым создавая канавку для того, чтобы фреза прошла ровно по трещине. То же самое мы делаем по лицевой стороне. Пластик при всем при этом не надо зачищать, в этом нет необходимости, так как фрезой мы все равно выберем до свежего чистого пластика. И уже по нему будет производиться сварка. И по нему уже будет производиться сварка. Вы видите, фреза уверенно проходит по канавке, сделанной паяльником, никуда не сворачивая. Фреза уверенно проходит по канавке, сделанной паяльником, не сворачивая никуда. Получается канавка из чистого пластика, который мы сейчас и заварим. Вы видите, что как под паяльником, под горелкой пластик не кипит. Он мягко плавится и хорошо варивается один в другой. С обратной стороны делаем то же самое. Зачищаем фрезой и будем варить. После остывания пластика все зачищаем фрезой. Следы сварки элементарно уберутся тонким доводочным шпаклеванием. И следов ремонта не будет видно ни снутри, ни снаружи. При этом в дальнейшем пластик никогда здесь не просядет, в отличие от сетки. Кто бы там что ни говорил, сетка всегда по-любому просядет. Как вкрученный зашпаклеванный шуруп всегда проседает, точно так же проседает и сетка, варенная паяльником. Многие до сих пор пытаются спорить, что вот кто-то паяет сетками, нету никаких просадок. Вот. Но тут первый вариант, либо они не замечают этих просадок, либо эти просадки устраивают их, либо, что чаще всего бывает, они просто не хотят их замечать. Сейчас много современных технологий по работе с пластиком, поэтому паяльником не портите просто свой пластик, потому что восстанавливать потом дороже. Это нужно убрать сетку и потом убрать все эти следы, то, что сделали прошлые ремонты паяльником. Вот выломанный фрагмент, его нужно вварить на место. Для этого мы аккуратно расшлифовываем кромки по периметру. А также зачищаем место сварки на элементе.
Примеряем фрагмент. Все хорошо становится в свои места. Фиксируем временно при помощи паяльника. А также обозначаем канавку. Аналогично все проделываем с лицевой стороны. Впаивать пруток нужно хорошо, примерно наполовину толщины пластика. Это нужно для того, чтобы с обратной стороны впаянный пруток соединился с данным, образуя замок. Все проварено с двух сторон. Осталось обработать фрезой. Мы видим, что после сварки у нас не хватает небольшого фрагмента и окошко неправильной формы. Сейчас мы это легко исправим при помощи полимера. Мы просто наплавляем часть полимера сверху на уже имеющийся полимер. Также заодно усилим место сварки. Вы видите, что пластик очень хорошо впекается. А потом при помощи фрезы сформируем окошко. После того, как пластик остынет, фрезой сформируем отверстие. Со второй такой же выломанной площадкой мы проделываем все то же самое. Данный фрагмент пластика отсутствует, будем использовать донора. Из него мы вырежем кусочек пластика и варим. Вырезали фрезой кусочек пластика, который сюда подойдет.
И фиксируем его теперь при помощи паяльника. Потом все зачистим и будем варить. Данный хром проще всего срезать струной. Для этого мы будем использовать нехромовую проволоку диаметром 0,2 мм. То же самое проделаем с остальным хромом. После чего щиток пойдет в дальнейшую подготовку. Сейчас вы видите все зоны ремонта, обработанные эксцентриковой машинкой. Теперь осталось доводочное шпаклевание и грунтование. Вот щиток висит на стойке, он уже готов к грунтованию. И как вы видите, на нем практически нету шпаклевки. Вот он уже загрунтован и перетерт. Сейчас будем красить. Вот элемент уже открашенный и высушенный. Сейчас мы вынесем его на улицу и посмотрим, как он выглядит на солнце. Вот мы вынесли его на улицу. Смотрится он супер, следов ремонта не видно. Все крепко, аккуратно и красиво. В следующем видео мы будем восстанавливать разбитый корпус фары. Заварим трещины и приварим обломанные кронштейны. Следите за новыми видео и поддержите наш канал подпиской. До встречи!